Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 10 по 20 июля. Что прояснится? Вот давайте узнаем основной вопрос. Что придет, а что уйдет? Или каковы неожиданности в эту декаду? Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды карт. И одна из них 78 дверей. Это метафорические карты. Специально взяла эту колоду, чтобы достать три карты, знаки судьбы. Но первая карта, это мы зададим основной вопрос. Так что же прояснится? Я очень надеюсь, что что-то будет у нас проясняться. И это не только для вашего знака зодиака. Я имею в виду Уран, который вошел в знак зодиака Близнецы. Да, с одной стороны ломка шаблона. Но я думаю, у каждого из нас к этому времени так вот астрологически, в общем, как накопилось, да, есть те вопросы, которые уже словно вихрь перемен закрутил. А вот конкретики, последовательности или что там будет дальше, нам еще пока, скорее всего, не видно. Ну, давайте какие-то подсказки попытаемся с вами найти. А я вас хочу пригласить на свой сайт. У меня астрологический прогноз, именно астрологический, на июль на сайте. Я оставлю ссылку в описании под видео. Перейдите, прочитайте. Никогда не знаешь, откуда придет подсказка. Что прояснится? Неожиданности. Что уйдет? А что придет взамен? И три знака судьбы. С какой сферой жизни? Или с чем это будет связано? Чему вам следует уделить внимание? Или, по крайней мере, не упустить, может быть, и так. Ну, какие-то подсказки, знаки судьбы нам сейчас карты, я думаю, раскроют. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Что прояснится? Можно завершать, я так вижу, наш с вами прогноз в самом начале. Карта мага. Я, конечно, допускаю, что тут могут быть и люди. Все же мы говорим, маг – это какое-то манипулирование. Ну и люди тоже манипулируют. Ну куда мы от этого денемся? Либо мы, либо нами тут. Вот, извините за жесткость, но это суровая правда, проза жизни. Но у вас-то, мои дорогие, у вас же энергии мага. Поэтому, если даже вы с какими-то чужими хитриками связываетесь или сталкиваетесь, ну правда, такое что? Оно у нас едва ли не каждый день. Вот здесь вы видите насквозь. Вы будете видеть словно, знаете, через рентген, что же там на самом деле, как обстоят дела, как обстоит вопрос. Или у какого-то дела, откуда ноги растут, да? Вот что-то подобное. Вас это наделяет определенной, может быть, и мерой ответственности. Почему? Маг немногословен, он никому ничего не говорит. Вот и вам, храните молчание. Или то, что вы надумали делать, или каким образом поступать. Здесь об этом общественность знать не должна. И это для вас дополнительный бонус, потому что чем меньше знают люди, и вот есть такая хорошая поговорка, хотя она не совсем литературная, но тем не менее, лучше просто не скажешь, иногда процитировать, и становится все на свои места. Так вот, есть такая поговорка: дураку полработы не показывай. И это я о чем говорю? Когда вы говорите кому-то, что вы хотите осуществить, это ведь ваша идея. Она живет в вас. Это вы видите, как вы готовы действовать, как вы готовы продолжать, от чего вы готовы отказаться или где скорректировать. И никогда ни один человек не поймет на 100%, потому что ход мысли имеет совершенно иной. Он никогда не поймет, что же вы намереваетесь сделать. И не потому что, конечно, он какой-то совсем не сведущий, да, в данном случае вот эта поговорка жестковато, может быть, и звучит. Да нет, это потому что человек мыслит по-другому. Он все равно в другой какой-то плоскости. Поэтому вам действительно помогает. Если вы о своих далеко идущих планах и намерениях никому не говорите. Маг действует в одиночку. Это великий практик. Хоть и иногда кто-то думает, это про магию, это вот завтра вот оно само что-то решится. Да ни разу. Тут самим придется что-то делать, но вот таким мудро-хитрым способом поступать. Может быть, и обстановка, мои дорогие девы, не такая простая вокруг вас, ведь это старший аркан. И когда выпадает старший аркан, это обстоятельства нашей жизни.
Мы не влияем ни на людей, ни на их ход мыслей, ни на обстоятельства. И до конца 2025 года основная задача – адаптироваться. Напоминайте себе, адаптация – это, знаете, как себе построить надежный фундамент или крепость, разобраться в какой-то теме. Причем не совсем даже с позиции, чего мы хотим, а что есть в нашей реальности. А потом, когда мы уже разбираемся с реальностью, тогда мы на более твердой почве отстраиваем уже то, чего мы хотим. Вот такие энергии. Но, повторюсь, нет ничего невозможного. Неожиданности. По четверке пентаклей тут не сама по себе неожиданность. Это карта жадины. Ну, видимо, все же карта говорит. Может быть, это у вас будет такое чувство. И рядом карта мага. Когда не стоит говорить о своих идеях, вот мы только об этом с вами размышляли. И мы сохраняем, как и себя, мы сохраняем где-то финансы, но и идею можно украсть, или вашу мечту. Или как только мы проболтались, тоже кто-то может словно перетянуть одеяло на себя. Сохраняйте себя, правда? Может быть, для вас просто сама мысль. Вы где-то раньше не чувствовали в том или ином деле, в том или ином вопросе подвоха. А вот здесь может быть для вас неожиданность. Как мне нужно сейчас себя сохранять. Даже находясь в привычном коллективе, среди тех людей, которых вы хорошо знаете. Но вот, видимо, энергии таковы. Есть на что обратить внимание по части, может быть, дел рабочих, документов, может быть, это дела, вопросы с банками, ну, или конкретно финансы. Может быть, вы видите, что финансовая система меняется. И с Урана в Близнецах мы и ждем, что, в принципе, до конца уже 2025 года могут быть отстроены или, по крайней мере, предложены миру какие-то новые системы взаиморасчетов. Может быть, и нужно что-то досконально изучить, потому что об этом тоже могут говорить карты. Но есть и то, что мы должны сохранять. И вот в неожиданностях, видимо, иногда бывает это как внутренний инсайт, из разряда меня осенило. То есть вы прежде могли о чем-то даже не думать, а здесь вы видите какую-то подоплеку иную. И это будет больше касаться именно либо финансов, либо вашей занятости, мои дорогие девы. Будьте внимательны. Что уйдет? Ну, неразбериха точно, это уйдет. И пусть уходит. По пятерке жезлов проходит, знаете, как и люди, на которых особо не понадеешься. Потому что они быстро меняют свое мнение. Или они ищут, где трава зеленее, где солнце ярче. И в итоге тоже не понадеешься. И даже не потому, что какой-то хитрый умысел у человека. Не, вот он живет в таких энергиях. Потому что ему кажется, что, ну, а вдруг вот завтра или через 5 минут придет что-то более интересное или более для меня перспективное. Ну, можно думать все, что угодно, пожалуй, так. Но, тем не менее, если мы говорим, что мы выстраиваем какие-то взаимоотношения, или мы живем среди людей, нам приходится договариваться, или мы готовим документы, или мы слышим какую-то информацию. Вот это, кстати, карта информационного хаоса. Поэтому шаг за шагом что-то для вас действительно проясняется. Ну, мои дорогие, проясняется. Вот здесь больше фокус на вас самих надо держать. У вас своя какая-то миссия. Я периодически говорю об этом в своих видео, потому что это не только астрологически, планетарно, но и карты Таро это подтверждают. И первая ваша карта, опять же, об этом. Помните, маг, он действует в одиночку. И вот для вас что-то такое. И себя сохранять, конечно, надо. Ну и все то, что вам дорого. Может быть, в неожиданностях где-то и придется принимать Соломоново решение. Или, я такое допускаю, тут ведь разные могут быть ситуации. К примеру, жалко прощаться или жалко что-то отдавать. Но маг, он нацелен на то, что я готов какие-то мелкие планы корректировать или словно подвинуть слегка, чтобы главная цель была достигнута. Может быть, и вам это Соломоново решение тоже придется принимать. Отчасти будьте готовы. Не все однозначно. Но и информацию внимайте, потому что что-то нам неизбежно говорят, как этот информационный хаос уйдет. Или это вы профильтруете информацию, поймете, вообще есть смысл на этом
застревать или заострять внимание, или вообще на это надеяться, как и на человека, так и, в принципе, на то, что вы слышите, или за этим какая-то неточность, мягко говоря, стоит. Но, видимо, разобраться в этом придется. И это то, что малозначимо, или то, что наносное, ненадежное, оно постепенно уходит из вашей жизни. Что же придет? Давайте узнаем. Ох. Королева жезлов – это та, которая уже прошла какой-то сложный опыт, путь, как жизненный, может быть, проб и ошибок, и теперь она настроена, чтобы себе не вредить. К вам приходит более сильная позиция. Оно и неудивительно. И жезлы, хоть это где-то огонь, но это огонь наших желаний, который внутри нас самих, в нашей душе, в нашем сердце. Мы хотим что-то осуществить. И, кстати, королева жезлов, она немногословна, как и маг. Хоть и карта огненная, почему я говорю, что это именно можем рассматривать как бодрость, приток жизненной энергии, жизненных сил, возможности для того, чтобы осуществить или решить какой-то вопрос, или какую-то вашу задумку, но это совершенно иные методы. И, кстати, по части работы с информацией. Королева жезлов удачлива в двух направлениях. Она правильно работает с информацией, раз, и она правильно распределяет финансы. Она очень удачлива в бизнесе. Поэтому, ну вот это все то, что два направления, да, где-то аналитика, интеллект, ну и финансовая тема тоже. И это приходит, ну, может быть, на каком-то новом уровне. И если мы говорим, маг немногословен, а возле королевы всегда, чаще всего, по крайней мере, изображен черный кот. Это прообраз того, что она умеет хранить тайны, как и свои, так и чужие. И когда мы умеем хранить чужие тайны, нам люди больше доверяют. И значит, больше информации для аналитики мы услышим. Значит, все-таки есть даже в разрозненной информации какой-то своеобразный плюс. Вы разделите, мои дорогие, зерна или отделите зерна от плевел. Даже не сомневайтесь. Но в целом вам нужно как будто видеть картину целостной более. Давайте узнаем, что же там за знаки судьбы. Первый знак судьбы. Ну да, четверка пентаклей. Смотрите, у вас две четверки. Есть какой-то вопрос, может быть, он и касается финансов, или он касается какого-то, ну, может быть, и материализма. У кого-то это мы можем свести к этому значению, к примеру, вопросы, связанные с жильем, с местом нашего пребывания, проживания, где мы есть сейчас или где мы планируем быть. Мы можем улучшать наш быт, мы можем решать еще и какие-то темы по части вообще взаиморасчета, все же пентакли. Но вот видите, как будто нужно поставить вопрос несколько иначе. Ну, соответственно, и карта мага. Нам показана девушка, которая смотрит на забор и дверь. И о чем она думает? Она думает, ну, немножко не в ту сторону. Как это бы так сделать, чтобы я уменьшилась или дверь выросла? И мы понимаем, что ни первого, ни второго не произойдет. А если бы она подумала альтернативно? Тут дело не в двери и не в моем росте. Мне ведь что нужно? Как конечная цель, конечный продукт или конечная идея. Так и девушке попасть за этот забор. И альтернативный вариант – перемахни, и ты уже там. Но понятно, что карта дает подсказку. Имей в виду, то, что ты увидишь, ты еще пока не знаешь, что это будет. Поэтому будь готов к неожиданностям, мои дорогие. Но какую-то тему нужно решать альтернативно. Это точно знак судьбы. Знак судьбы номер 2. Рыцарь Пентаклей. Это один из самых медленных, но самых прилежных рыцарей. Он идет с подарком. Мы, если говорим, дверь открыта или закрыта, дверь нам готовы уже открыть, как будто вас, мои дорогие девы, уже встречают, или вы что-то встречаете, как какую-то возможность. И для вас как сюрприз, подарок. Опять же, какой-то вариант очень даже интересный, который должен быть продолжен либо вами, у кого-то это может свидетельствовать о личной жизни, но мы никуда не торопимся. Медленный рыцарь. И, кстати, иногда эта карта свидетельствует еще и вот о чем. Что нам нужна поддержка. Может быть, для того, чтобы закрыть какую-то финансовую систему. Ну, буквально, совершить платеж.
не систему, извините, а финансовый вопрос. Совершить платеж, может быть, да. Может быть, это касается налогов или каких-то обязательных платежей. Но вот на данный период времени либо наши деньги задерживаются, и мы думаем, к примеру, да, вот 4 пентаклей, 2 четверки, как это мне вывести, как это мне, ну, провзаимодействовать вот уже теперь с финансовыми, ну, может быть, и какими-то системами, да, может быть, и в интернет, или посредством. Сейчас очень много разных. Меня смотрят люди из разных стран, и у как кто-то находится, причем по разные стороны баррикад, когда блокируются эти самые системы. И, может быть, кто меня смотрит, есть как раз необходимость это сделать. Но я к тому, что это я просто как вариант вам привожу пример. Ну или какая-то другая ситуация. Может быть, ваши деньги как гонорар вы заработали, а все идут какие-то отсрочки, платежей. Все до вас деньги тоже не доходят. Я вижу, что тут с финансами все-таки есть какая-то тема. И маг, он материалист, тем не менее. Потому что и он понимает, что деньги – один из способов взаимодействия с миром. А он всеми стихиями управляет, мы говорили. Так вот, у вас есть тот человек, который вам придет на помощь. Это конкретно может быть человек, который вам как субсидирует какую-то сумму, может помочь деньгами, иными словами. Или есть тот человек, который дельным советом вам поможет. В моих раскладах, правда, когда выпадает рыцарь Пентаклей, это как будто помощь к нам приходит вовремя. Иногда это бывают те лица, на которых мы вообще даже не рассчитывали. Мы о них даже не думали. А вверху 4 Пентаклей. И вот все то, что я говорила по 4 Пентаклей, может быть, нужно на самом деле вам как-то альтернативно провзаимодействовать по части финансов. Но выход, мои дорогие девы, у вас точно есть. Какую-то проблему или просто даже мелкий вопрос, финансовый. Или пусть это касается недвижимости, или наоборот, движимого имущества. Я такое вполне допускаю. Вы решить сумеете. Тогда все варианты рассматривайте. Но вот королева Пентакли – знак судьбы. Доверяйте самим себе. Вам сейчас словно нужно заниматься то, что для вас в приоритете. Себя сохранять, сохранять свои ресурсы. Очень хорошо понимать, куда вы их тратите. И это не обязательно деньги, хотя на карте конкретно эта королева открывает вот этим 2 маленьким человечкам двери, чтобы они зашли и помогли пересчитать ее сокровища. Но все же это вы командуете парадом, мои дорогие девы. Но от вас, как от мага, требуются какие-то другие энергии. Может быть даже, когда от вас кто-то чего-то не ждет, а вы поступаете новым методом. Вы сами, мои дорогие девы, в эту декаду словно должны о себе сломать какой-то стереотип. Вот вас люди видят в одном свете, да, и, ну, вы люди надежные. Но, может быть, вот эта немногословность, да, или молчание буквально. Может быть, и ваш какой-то хитромудрый план. Ну, почему нет? Ну, вот несколько карт нам об этом говорят, да, вот если мы рассматриваем даже в разных позициях. Да, есть на кого вы можете рассчитывать, да, вам его еще, возможно, нужно вычислить или решить какой-то вопрос. А может быть, обстоятельства не оставляют другого, когда вам что-то нужно вот до мелочей просчитать и пользоваться другими методами, к которым вы еще где-то не привыкли. И это вас тоже где-то будет сохранять. Будьте внимательны. Финансовая тема, она явно присутствует, потому что посмотрите, сколько пентаклевых карт. И первая – это карта мага. Но помните, Плутон в Водолее, и вдобавок у нас еще и Плутон ретроградный. На весь период Плутона в Водолее легкие деньги опасны. И если мы говорим о лотереях, и вообще мои расклады ни разу не про лотерею, но иногда мне пишут, имейте в виду, тут можно поставить все на кон и проиграть. И я бы не советовала. Карта, совет, 3 мечей. Заканчивается действительно какая-то минусовая ситуация, но именно она вас сделала сильнее. Есть роман Соловьева «Волхвы» или «Великий Розенкрейцер». Я вам, кому интересно углубиться, чтобы понимать энергетику вот этой карты мага. Лучше, чем Соловьев, на мой взгляд, никто не описал вот именно мага.
Главный герой Захарьев Овинов, вот в каких он энергиях находится. Магами не рождаются, магами становятся, мои дорогие. Какой сложный путь прошел человек, прежде чем он нашел именно свою любовь, прежде чем он сумел кому-то довериться. Какой долгий период определенной закрытости был. Это на самом деле где-то путь мага. Почему-то вспомнился именно ваш знак зодиака. И я, может, и не должна об этом говорить, но я скажу, потому что я знаю, что смотрят мужчины. И, к примеру, мои дорогие мужчины, вот глядя именно на тройку мечей, если мы даже говорим о личной жизни, а очень часто тройка мечей свидетельствует о наших разочарованиях, потому что мы ищем любовь, и мы ее никак не находим. Но вот есть некоторая закономерность. Но это мои наблюдения, можно не соглашаться. Но именно для мужчины, к примеру, для девы, иногда приходится не единожды наступить на какие-то грабли, прежде чем вы встретите любовь. Причем это может быть тот человек, который даже не из вашего привычного круга. Но это будет искренняя любовь. Или если мы отойдем от этой темы, просто не падайте духом, мои дорогие, правда. Тут не все так просто. И тройка мечей – это, вы знаете, уже здоровое равнодушие, нас уже не ранит. Вот как этот топчан такой измятый, и дневник, который многократно может быть исписан, переписанный, нам уже очень хорошо карты свидетельствуют о том, что было. Но теперь этого нет, комната пуста. И вот это израненное сердце, тройка мечей, это как макет уже сердца, это сам человек. Но, может быть, так визуализируя, поставил 3 жирных точки или воткнул в этот макет 3 меча. Прошлое я оставляю в прошлом, я иду вперед. И неважно, что я там писал, уже этот дневник не имеет никакого значения. Или вот эти пролитые чернила. Ну, меня вообще не интересует ни топчан, ни это белье, ни этот макет, ни то, что тут за окном. Я уже другой. Вот вы, мои дорогие девы, это относится ко всем. Пусть даже, мои дорогие девочки, у вас какой-то был период разочарования. Вам все равно себя надо переключить на другие энергии. Пусть это разочарование у каждого по-своему касалось тоже личной жизни, или каких-то сильных эмоций, или обстоятельств. Но значит и вы переходите на новый жизненный этап. И пусть еще где-то вот эти воспоминания, они вас остаются. Ведь по тройке мечей мы оставляем ситуацию, мы оставляем опыт. Нас уже это не ранит. И нам говорят, эта ситуация больше никогда не повторится. Поэтому и для вас тоже что-то со знаком минус уже больше не повторится. Надо в чем-то ставить точку. И вы уже практически новые энергии пытаются заполнить вашу жизнь. Ваши ресурсы. И не только деньги. Это ваши таланты, это ваша миссия, это то, что вы умеете делать хорошо, и это ваша мечта. Верьте в себя, у вас все получится. И где-то, как знак судьбы, королева пентаклей, это вот эта реальность. Или мы говорим, как энергия денег, один из способов взаимодействия с миром. Поэтому даже в реальность вы можете переложить свою мечту, и у вас получится осуществить то, что вы хотите. Иногда королева пентаклей символизирует взаимоотношения. Взаимоотношения в паре именно. Надежные, вот как вы любите. Такие спокойно уверенные, без американских горок, да, хочется сказать, или с каких-то, без перепадов, да, настроения или какой-то там, путаницы. Вот все путаницы у вас заканчиваются. Помогите самим себе, мои дорогие. Ориентируйтесь больше на себя самих в эту декаду. И выполнить нужно, видимо, вашу миссию. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые девы. Я благодарю вас за ваши комментарии, за то, что вы откликаетесь, смотрите видео, за вашу помощь и поддержку. И оставайтесь со мной. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.